В этом ряду мы видим музыкальные такие башенные системы, сверхпопулярные в наши дни. Вот. Вот здесь передо мной прямо Pioneer XV-R650 H Grey серый. Очень такой небольшой, но Pioneer по части звука вроде всегда славился, если я не ошибаюсь. Стоял как минимум на одном уровне с Sony, ну и скорее всего выше, чем Sony. Быть может, приближается к Yamaha. Sony навороченный какой-то Sony. Всякие диджейские штучки, подсветочки Sony. Много динамиков. Еще один Sony. Тоже много динамиков. А вот еще интересный такой Pioneer, который, как говорят, по звуку стоит выше Sony. Тоже подсветка на этом Pioneer. Здесь я модель не показал. Pioneer, значит, Pioneer XV-R650 H Grey. Sony, который ее побил. Вот он, Pioneer. Sony MHCV50DC. Вот они, Sony, это одна и та же модель, просто здесь две штуки от подсветки. Pioneer номер 2, который здесь черный. Pioneer XV-R650B Black. Он пониже, чем Sony, но думаю, что особо не будет это самое по качеству как минимум уступать. И тут вроде не так много всяких примочек, как на Sony. Тут тонна всего, а здесь всего несколько кнопочек. Но от этого, мне кажется, Pioneer уступать, думаю, не будет. Вот включился. Ух ты! Какая подсветка. Input S-Bass Light. Звук. Очень классно крутятся вот эти штучки. Возможно, на старых японских. Дальше она EBL, JBL. Система MIDI JBL Party Box 300. Party Box. Он тоже по части кнопок поскромнее, чем Sony будет, пожалуй, но что Pioneer, что этот JBL американский, что японский Pioneer, что американский JBL, они стоят по звуку как минимум ниже, чем Sony, а возможно даже выше. Тут какой-то Soundstream PS5 15D. Soundstream. Аппарат, она интересный, конечно, с ручкой там все такое, но не знаю, я не знаю, что это. LG OM755. Окей.
кнопочки, крутилочки. Что хочешь, все есть. X-Boom, DJ. Такой толстый, мощный. Sony MSC-27T. Много всяких этих кнопок. Мегабас тут тоже есть. LG X-Boom 165. LG. Sony GTK X8 XB7 DK. Экстра бас. На том мегабас был, как на старых магнитофонах, вот на этом Sony. Мегабас. А у этого экстра бас. Подсветка. Sony MSC-11. Тоже всякие, много всяких кнопок управления. LG FH2. Очень так интересный дизайн у LG. Раньше LG был так себе, сейчас что-то начал подниматься, что ли. Телефонкин TF521B. Если так посмотреть, вроде кажется, что это какой-нибудь сверхбрендовый. Ух, тяжелый, ой. Очень тяжелый. Может, хорошая штука, я возьму. Телефонкин. Source, volume, line, USB, security digital. Телефонкин P20 Black. Небольшой, но не знаю, реально какой сейчас этот Телефонкин. Возможно, японские будут получше, чем этот Телефонкин. Style SP 154X. Ну, такой дизайн мне особо не нравился. Возможно, это точно не такой известный бренд, как Pioneer или даже Sony. Напоминает недорогой компьютерный корпус. Хотя при пощупывании очень так интересный такой. Все надежно, добротно. Из этого разнообразия, наверное, взял бы я. Это, конечно, очень солидно смотрится. Но тут, видимо, очень мощный звук. SPL. Все Телефонкин маленький. Вот этот мне понравился. Такой, как военный такой дизайн, как похож на ноутбуки Panasonic. Военные ноутбуки Panasonic очень дорогие. Модельня там. LG тоже по дизайну мне понравился. Sony. Ну, дизайн Sony такой, как правило,
неплохой даже по нынешним временам. Как говорили про эту фирму раньше, надежно, красиво и не очень дешево. Вот еще LG, Sony, мощнейший пластинный LG, Soundstream. Вообще вот эти, вот этот самый, вот этот Soundstream и похож на профессиональную эту самую технику. Я не знаю, что это за компания, но похоже на профессиональные активные сценическую акустику. Все. Равно как и вот этот. Не знаком я сильно с этим оборудованием, но похоже, что вот еще. Вот этот Soundstream, на котором нарисован паук. Что это за паук? Не знаю, я боюсь пауков. Тарантул, может птицеяд такой противный, ядовитый. А может и сама черная вдова. Ужасно странно. И вот JBL. Скромненько. Скромненько. Но что тут хорошо, тут есть внутри два, конечно, может по размеру меньше, здесь вот эти основные сабвуферы, два. Смотрится скромно, но неплохо. JBL и рядом также вот Pioneer. Sony. Договорился под Испанию. И Pioneer. Эта звучащая музыка уже поднадоедала везде. Взрослые эта музыка, нигде эта музыка достала. Pioneer. Ух, что жанр фонарь, какой тяжелый. Я бы себе, наверное, купил здесь вот какого-нибудь Пионера вот такого. Если бы не его сильно, конечно, который меня сразу охладил ноутбук. Или такой Пионер я бы купил. Вот такой Пионер. А может и такой JBL, вот этот фонарь. Либо Pioneer и JBL, это фирма довольно-таки интересные в музыкальном плане. Об этой фирме я узнал в 2000-х годах. Какие-то были сценические мониторы, повторные синтезаторы, по-моему. Позже я узнал из интернета, что это JBL, это известная американская компания, которая выпускает профессиональное техническое оборудование, аудиооборудование. Хотя вот этот тоже, это огромный динамик здесь, вот. Примерно можно рассмотреть размеры. Вот. Все видно, какие размеры. Pioneer, JBL. И вот этот Soundstream. Да, рядом стоит LG, но в Soundstream больше. Скорее всего, точно для профессионалов, любителей, которые хотят вот
выступать с мобильным оборудованием. Правда, размер не так мобилен, как кажется, но возьмется. И телефон тоже занял бы свое достойное место. За дизайн такой промышленный или милитари дизайн. Видел я в интернете похожего дизайна японские телевизоры Panasonic, точнее националь, тот же Panasonic для японского рынка. 70-х годов, такие тяжеленные для военных. Вот очень, скажу еще раз, очень напоминает эти вот, ручка такая обрезиненная и тяжелая. Я попробовал поднять сей телефонкин, не знаю, больше 5 килограмм точно, наверное, будет телефонкин. Но опять же, здесь вот они. Раз Пионер. Вот они рядом, которые я уже здесь купил. Пионер и JBL.